Shoot and Order по своему исполнению получился очень средней визуальной новеллой, которую я благополучно пропустил на выходе. Несмотря на то, что весь этот год меня почему-то тянуло на проекты, к которым приложил руку Кодака. Я всей душой ненавижу гача-игры, но тот же Tribe 9, где его студия разве что придумала сеттинг и ключевых персонажей из аниме первоисточника, умудрился меня знатно увлечь. Пока, конечно, не объявили о закрытии серверов. Фрустрацию слегка скрасил 100 Line, на который я даже сделал обзор. И вот неожиданно анонсируется еще одна игра с участием нашего любителя отчаяния и внезапных твистов. После того, как я открыл все 100 концовок в предыдущем проекте его студии, да, это был тот еще опыт, откровенно устал и оставил Shoot and Order на потом. И вот это потом настало. И что сказать, эта игра будто бы отлично смотрелась на Nintendo DS. Визуальный стиль что-то среднее между Danganronpa и The World Ends With You. Исполнение максимально бюджетное. Оно, конечно, лучше бесплатных визуальных новелл с itch.io, но не намного. Проект явно экспериментальный, и похоже, что даже Spike Chunsoft в него не особо верили. Учитывая откровенно халтурную локализацию, текст периодически вылезает за пределы диалоговых окон. И даже я, максимально дилетант в английской грамматике, регулярно ловил опечатки. Но несмотря на все это, меня дико затянул сюжет. В чем замес? Главную героиню, да, это девочка, живите с этим, основательницу культа Shoot and Order, в самом начале убивают, разрубив тело на 6 частей. Но несмотря на это, она просыпается целой в отеле, полностью потеряв память. К ней заходят два ангела и объясняют, перед смертью она использовала силу бога. Это дало ей временное тело, и теперь у нее есть 4 дня, чтобы выяснить, кто убил ее. А поскольку приблизиться к ней могли только 5 министров, они автоматически становятся главными подозреваемыми. Ангелы дают нашему новому додику с амнезией имя Рей Шимоби. Если переводить дословно, они буквально назвали ее пустышкой, фактически слугой, инструментом. Каждая глава предлагает чуть-чуть разный игровой опыт, все еще оставаясь линейной визуальной новеллой, и по кусочку раскрывая лор этого странного города, заселенного сектантами, что отреклись от бога. В рамках жанра сделано неплохо, но геймплеем, то чем мы будем заниматься, можно назвать с очень большой натяжкой. На данный момент я прошел 3 главы, и впечатления у меня в целом положительные. Но уже есть ощущение, что я безошибочно угадаю сюжетные повороты, которыми игра, скорее всего, будет заканчиваться. Поэтому я решил проверить свои догадки и поискать разбор сюжета от кого-нибудь, кто уже прошел игру, чисто подсмотреть краем глаза. На игру, как выяснилось, почти ничего нет. Даже страницы на Википедии. Но я нашел бриллиант. Самую смешную рецензию на Shoot and Order из всех возможных. На максимально ноунейм сайте. nintendoworldreport.com. Без преувеличения, я орал в голосину. И кажется, обязан увековечить эту легенду в своем ролике. Ну и да, скорее всего будут некоторые спойлеры к игре, так что если вы их боитесь и планировали проходить, возвращайтесь поржать в другой раз. Со вступлением закончили, переходим к нашей сегодняшней потехе. С большей частью рецензий с оговорками можно согласиться. Автор жалуется, что игра обещала 5 разных приключенческих игр в одной, но по факту это почти всегда линейная визуальная новелла. А отдельные элементы геймплея недоработанные, поверхностные и выглядят как слабые копии других игр. На что я могу ответить? Это было очевидно еще с первого трейлера и пачки коротких геймплейных видео на YouTube-канале издателя. То, что это по сути ВН с примитивными перебивками, ясно как день. Но для визуальной новеллы такие вставки все равно плюс. Не революция, не что-то невиданное, но если бы их вообще не было, я бы на игру, честно говоря, вообще бы не обратил внимания. Автор проходит по всем 5 маршрутам и остается недовольна каждым, разве что благосклонна к главе Министерства юстиции. Тут можно к некоторым моментам придраться, но в целом, окей, ее мнение.
Разве что забавляет, как она называет стелс-хоррор главу мини-игрой из Марио Пати, растянутую на час. Звучит максимально шизово. Даже если там есть небольшое сходство, геймплей в этой игре вообще не главное, он просто разбавляет повествование. Дальше начинается цирк. Пишет, что у нее разболелась голова от падения FPS до 50 на свитче, и что ей пришлось запускать игру через обратную совместимость на Switch 2, потому что иначе играть невозможно. Только вот обратка у игры так себе, и в другой главе у нее все сломалось. Ну что я могу сказать? Терпи. Свитчеводам вообще не привыкать к тому, что порты, да и некоторые эксклюзивы идут как говно. Единственная придирка к сюжету, которую можно хоть как-то рассматривать всерьез, что нелинейность убивает интригу. Хотя подает она это максимально странно. Приводит тупую аналогию, которую человек, не прошедший игру, вообще не поймет. Мол, все называют снег одеялом, и никто не говорит слово «снег». И вот сидишь, читаешь и думаешь, что ты вообще пыталась этим донести? Тут начинаются главные хайлайты этой статьи. Я бы хотела назвать Шутен Ордер мусором и жить дальше, но все не так просто. Потому что теперь нам нужно поговорить о гендерной политике. Окей, продолжай. Один из главных сюжетных моментов, проходящий через всю игру, заключается в том, что другие персонажи не знают пола Рэй. Я бы это не назвал одним из главных сюжетных моментов. В игре есть вещи куда интереснее и важнее. Да, в главе со смертельной игрой это реально играет роль и даже спасает протагонистку, но глобально пол героя почти не влияет на сюжет. Это скорее фоновая штука, чем что-то, на что история действительно делает сильный упор. Для игрока здесь нет никакой загадки. В самой первой сцене игры делается все возможное, чтобы прояснить, что она однозначно женщина. А позже мы узнаем, что ее пол был намеренно оставлен в тайне, чтобы она могла выглядеть более харизматичной. Несмотря на то, что ее пол был намеренно завуалирован, все персонажи, которые еще не знают правду, предполагают, что она мужчина. Мне не очень понятно, что именно ее триггерит. Факт, что героиня до потери памяти скрывала пол, чтобы выглядеть харизматичней? Если да, я не понимаю, где здесь проблема. Это особенность персонажа, ее закидоны и образ, который она сама решила строить. Да и после потери памяти Рэй абсолютно все равно, как к ней обращаются. Ее волнует ровно одна вещь. Любой ценой втереться в доверие к одному из министров и выбить признание в своем убийстве. Все. Помимо того, что это уже имеет неудачные последствия для ее образа, как более харизматичного мужчины, это также приводит к важному повороту в сюжету, основанному на том, что другой персонаж смог определить, что Рэй женщина, увидев ее обнаженную грудь за некоторое время до начала игры. Я не знаю, откуда такой вывод. Вероятно, речь про двух ангелов-спутников. Судя по контексту, они вполне могли изучить тело Рэй до пробуждения. И изучить в самом буквальном смысле. Игра по ходу повествования ясно дает понять, что для них Рэй — инструмент, расходный материал. Бог для Ордена Шутен — враг. Ангелы в игре в принципе мерзкие типы. Я прошел 3 главы, и каждая концовка только подтверждает: доверять им нельзя. Они те еще мудаки. Вау, отрицательные персонажи делают плохие вещи. Никогда такого не было. Обращение игры с квир-идентичностью также оставляет желать лучшего. Как и следовало ожидать от большинства историй, в которых женщину принимают за мужчину, в игре много комедийных сцен, в которых другая женщина выражает к ней романтический интерес, потому что не знает, что она женщина. Но есть 2 женских персонажа, которые выражают романтический интерес к Рэй и после того, как узнают правду. Проблема в том, что обе эти героини чрезмерно агрессивны по сравнению с остальными персонажами. И обе оправдывают свои тревожные или вредные поступки фразой «любовь сводит с ума». Это крайне неудачный способ изображения квир-персонажей, который блекнет по сравнению с явной и неоправданной трансфобией в игре. Судя по описанию, речь идет о главе, стилизованной под дейтинг-сим. Я до нее еще не дошел, но логика претензий, мягко говоря, странная. Если в игре есть лесбиянки, это не означает автоматически, что авторы пытались кого-то специально репрезентовать. И уж тем более делали это с политическим месседжем.
Особенно если мы говорим про японцев. Даже если они вводят таких персонажей, это не чтобы что-то навязать. Это в угоду сюжета делается или каким-то комичным моментом. А если персонаж неадекватный, ревнивый или безбашенный, это значит, что персонаж такой, а не то, что авторы считают всех квиров сумасшедшими. Если искать дискриминацию в каждом странном персонаже, то любая японская визуальная новелла будет преступлением против человечества. Или претензия в фразе «любовь сводит с ума»? Ну, может, они до встречи с Рэй считали себя натуралами и просто не понимают, чего от себя ждать. Ты буквально читаешь это как авторскую позицию? У меня плохие новости. Надо очень постараться, чтобы с такого обидеться. Ладно, читаем дальше. Сейчас узнаем, где же она успела найти в игре неоправданную трансфобию. В Shoten Order есть персонаж, который однозначно является трансгендерной женщиной. Мы узнаем это, потому что ее сестра сообщает нам об этом без ее ведома и согласия. И после этого раскрытия сестра говорит о ней исключительно с использованием мужских местоимений. Это очевидно, неуважительно по отношению к ее гендерной идентичности. Но что действительно делает этот момент оскорбительным, так это то, что Рэй, игрок, от лица которого ведется повествование, сразу же хвалит сестру за то, что она так хорошо относится к своей семье. О том, что этот персонаж является трансгендером, больше не упоминается. Разберу по косточкам выше тобою написанное. Рассказывая об этом моменте, автор рецензии полностью игнорирует контекст сцены, при каких обстоятельствах сестра была вынуждена рассказать Рэй эту информацию. Поэтому это сделаю я. Они находятся во втором раунде смертельной игры, где если найти кнопку с твоим именем и нажать, камера вышибает тебе мозги. В этой игре девушка по имени Аюмио окончательно ёбнулась и решила прикончить всех мужчин. Якобы, чтобы больше на них не полагаться. Она собрала большую часть кнопок и шантажирует Рэй, вынуждая помочь убить остальных. И если бы в самом начале при представлении Рэй не сказала, что она девушка, Аюмио, не задумываясь, нажала бы кнопку и отправила ее в морг. Где-то под конец раунда Рэй пересекается с Сиреной, и поскольку ее сестра Сузушира выжила в первом раунде только благодаря плану Рэй, Сирена ей доверяет и объясняет, биологически ее сестра парень, и если Аюмио это узнает, она может без раздумий убить ее. То есть это не неуважение, не дискриминация, не осуждение. Это жизненно важная информация в условиях игры, где за ошибку ты умираешь. Автор еще главное так осуждает Рэй за то, что она в следующей сцене хвалит сестру, за то, как хорошо относится к своей семье. Что тут плохого? Рэй оценила не гендерные дебаты. Надевай. Ни хрена себе, Сирена, ты базовичок. А готовность сестры сделать все, чтобы защитить родного человека. Семья у нее уже и так наполовину мертва. Им вообще сейчас не до твоего тупого холивара про местоимение. И ведь еще добавляет, что с этого момента Сирена говорит о ней исключительно в мужском роде. Но, как всегда, намеренно умалчивает, что Сирена после этого прожила недолго. Их план пошел к черту, кислород в комплексе заканчивается, и когда возник риск, что Рэй нажмет не на ту кнопку, Сирена жмет свою собственную и жертвует собой, чтобы закрыть раунд последней смертью. То есть она ради своей сестры умирает. А автор рецензии, зная все это, имеет наглость подать ее действия как пример трансфобии. Блять! И вот эта добивочная фраза. О том, что этот персонаж является трансгендером, больше не упоминается. А как надо было? Чтобы Сузушира дальше каждому встречному делала каминг-аут и спрашивала, комфортно ли им? Чтобы игра превратилась в очередной выкидыш а-ля Don't Not, где идентичность важнее сюжета? Этот персонаж тут не ради пропаганды и не ради галочки. Он встроен в сценарий и работает на эмоциональные качели головы. И в итоге сцена делает ровно то, что должна. Усиливает драму, а не обслуживает чужие идеологические фантазии. И вот на этом фоне автор статьи подводит свои итоги. Shoten Order — это игра, которая требует много времени, чтобы сказать так мало. Что тебе недорассказали? Трансгендерность кошка девочки была раскрыта не полностью или что?
В этой видеоигре так много видеоигр, и при этом ни одной полноценной видеоигры. Множество маршрутов, которые могут происходить в любом порядке, скорее мешают загадочному сюжету, чем помогают ему. Разнообразные стили игрового процесса недоработаны и редко создают ощущение, что вы играете во что-то другое, кроме линейного визуального романа. Это и есть визуальный роман. Геймплейные перебивки в нем существуют только для того, чтобы разбавить поток текста. И здесь они свою функцию выполняют нормально. Сюжет в таких играх – основа. Все остальное вторично по определению. Сценарий в лучшем случае скучный, а в худшем оскорбительный для меня, как для квир-женщины. Эта игра явно хочет добиться успеха, но не достигает ничего, кроме промахов каждый раз, когда выходит на поле. И тут внезапно все встает на свои места. Если внимательно почитать, единственный аргумент в пользу того, что сценарий скучный, это то, что важный сюжетный поворот раскрывается в одной из глав раньше, чем хотелось бы критикессе. Все, других доводов она не приводит. Только вот проблема в том, что каждая глава Shoot N Order — самостоятельная история, параллельно раскрывающая лор, устройство мира и обстоятельства убийства основателя. Это не игра, где один твист держит все на себе. Узнать его раньше досадно, но не критично. Зато оскорбиться за квир-сообщество всегда пожалуйста. Авторша умудрилась несколько раз пройтись по неправильной репрезентации, вредным образом и какой-то совершенно надуманной трансфобии. Я прям представляю, как она, скрипя зубами, допроходила игру только ради статьи. Неплохо, голова идет в 50 FPS. Моя голова, но я профессионал. Профессионал должен страдать. Switch 2, помоги мне обратной совместимостью. 2 из 10. Пройдя эту игру, я словно завершила испытание бога. Это звучит как стендап, а не рецензия. Она умудрилась даже манипулятивно выставить неплохого персонажа в дурном свете, лишь бы подогнать под собственный нарратив. Насколько же надо не уважать читателей, чтобы пойти на такое? А теперь вишенка на торте. Единственный плюс, который она выделяет. В игре не используются оскорбления в адрес трансгендерного персонажа. Наверное. Классно. Спасибо, что уточнила. Но сценаристы все равно трансфобы. А в минусах? Умелец во всем, мастер ни в чем. Не может стать мастером даже в одной области. То есть один и тот же недостаток, прописанный 2 раза разными словами. И, конечно же, регрессивная гендерная политика и плохое обращение с квир-идентичностями. Как мы уже выяснили, сама придумала, сама оскорбилась. Ну и я подытожу. Статья написана крайне непрофессионально. Автор почти не разбирает структуру, не анализирует пейсинг, практически ничего не говорит о персонажах. Вместо того, чтобы понять игру и донести читателю, о чем она, рецензентка предпочла обидеться. Судя по тому, что код на игру был получен до релиза, это, возможно, начинающий журналист. И именно поэтому ей стоило быть куда осмотрительней. И тут вламываюсь я из будущего. Нифига это не начинающий журналист. Меня ввело в заблуждение то, что в сети она фигурирует под разными именами. Можете сами догадаться почему. Первая рецензия героя нашего ролика, которую я смог найти, написана еще в 2018 году, если опираться на OpenCritic. Так что ситуация даже плачевнее, чем я думал. Кстати, оказывается, у сайта есть YouTube-канал. У многих статей присутствуют видеоверсии. Yakuza 0 is a prequel to the original Yakuza, also known as Like a Dragon. Но не у Shoot N Order. Не знаю, кто решил не заливать это на YouTube, но это было максимально правильное решение. Если бы это было там... это стало бы их самым популярным видео и наверняка привлекло внимание какого-нибудь Асмангольда. На ее месте я бы постарался не допускать ситуаций, где личные идеологические позиции перекрывают все остальное и превращают рецензию в манипулятивный высер. Такой подход делает материал уязвимым для критики и серьезно подрывает доверие к автору. Такие дела.
А вас, надеюсь, повеселили эти потуги в журналистику. А так, всем хорошего дня, вечера, утра и до встречи в следующих видео.